Приветствую всех на канале «Горизонт событий». 9 июня Румынию, включая столицу Бухарест и прилегающие регионы, накрыли мощные ливневые дожди, вызвавшие масштабные подтопления и значительные разрушения. Согласно сообщениям метеорологических служб, в Бухаресте за час выпало около 50 мм осадков, что превратило главные улицы города в реки. Подтопления затронули центральные районы, включая торговые центры, где проводилась срочная эвакуация посетителей. В аэропорту Бухареста были отменены или задержаны десятки рейсов. Некоторые дороги затопило так, что автомобили ушли под воду. На других движение было сопряжено с серьезным риском. В Прахово, в коммуне Косменеля, сильные дожди привели к затоплениям. Местные жители сообщают о значительных разрушениях инфраструктуры, включая размытые дороги и поврежденные дома. Особую тревогу вызвала ситуация в районе соляной шахты Прайд, одной из крупнейших в Европе и важной туристической достопримечательности. Наводнение привело к обрушению части перекрытия шахты, что создало угрозу полного разрушения объекта. Местные власти предпринимают меры по отводу воды из близлежащего ручья и возводят защитные барьеры из мешков с песком. Повышенная соленость пресноводных рек, вызванная утечкой из шахты, уже начала оказывать негативное воздействие на экосистемы соседних стран. Băi, am ieșit la 4 și un sfert, nu era așa. Ia uite, frate, zici că e la Pride, la Salino. Ia uite, băi, nene, ce e aici. Uite. В понедельник днем в лесу Кармия, расположенном между Иерусалимом и районом Эйн-Керем, вспыхнул крупный лесной пожар, который стремительно распространился из-за сильного ветра и жаркой погоды. Пожар начался около полудня в зарослях терновника и быстро перекинулся на близлежащую рощу, охватив значительную территорию. На тушение пожара были брошены значительные силы. На протяжении дня с пламенем боролись 35 пожарных бригад и 8 самолетов. В операции также участвовал вертолет, а утром 10 июня ожидалось подключение дополнительных пожарных самолетов. Из-за пожара возникли серьезные опасения за безопасность населения, были эвакуированы жители близлежащих районов, включая интернат для людей с ограниченными возможностями в районе Эйн-Керема. Из-за близости огня к железнодорожным путям было приостановлено движение поездов и легкого трамвая. К вечеру 9 июня пожарным все же удалось локализовать огонь, предотвратив его распространение на жилые кварталы. По данным израильских властей, жертв и серьезно пострадавших не зафиксировано. Точная причина пожара пока не установлена. Среди возможных версий рассматриваются как неосторожное обращение с огнем, так и поджог. Сильные ливни обрушились на город Санта-Ана, второй по величине город Сальвадора, вызвав масштабное наводнение в районе Санта-Ана-Центра. Дожди начались вечером 8 июня. Экстремальное количество осадков быстро превратило центральные улицы Санта-Ана-Центра в бурные потоки. По сообщениям местных жителей и СМИ, уровень воды на некоторых участках достигал критических отметок, что привело к затоплению автомобилей и жилых зон. Особенно сильно пострадала улица Альдеа Сан-Антонио, где водители оказались заблокированы в своих машинах из-за стремительного подъема воды. От стихии пострадали сотни зданий в торговых и жилых зонах в центральной части города. Движение на основных дорогах,
включая магистраль к Сан-Сальвадору, было парализовано. Сообщается о значительных пробках и авариях, вызванных плохой видимостью и скользкими дорогами. Муниципалитет Санта-Аны сообщил о начале работ по очистке ливневых стоков и восстановлению дорожного движения. Однако, учитывая интенсивность осадков, полное восстановление нормального функционирования города может занять несколько дней. Aquí estamos todavía. Precaución, precaución. Para los que vienen de Ciudad Mujer, los que vienen de Aguachapán, los que vienen de Aguachapán, sí, Azul. В Москве и области несколько дней подряд идут сильные дожди с грозами и градом. В частности, в подмосковном Орехово-Зуево вчера выпал град размером 1-2 см. Больше всего осадков и гроз вчера прошло на юго-западе и юге Москвы, а также в городах области, расположенных рядом. В Москве ливневые потоки затопили некоторые улицы, создав проблемы для транспорта и пешеходов. В частности, сильные подтопления наблюдались на Ленинском проспекте. Особую опасность представляли порывы ветра, достигающие ураганной силы, которые вызвали падение деревьев в разных районах столицы. Одно из таких деревьев, в Лефортово, упало на припаркованные автомобили. Какой ужас! Вот такой град. Подмосковье, Орехово-Зуево. В Ярославской области, в Угличском районе, 8 июня прошел торнадо. Как сообщают СМИ, торнадо заметили у деревни Куначево. Несмотря на внушительные размеры атмосферного вихря, обошлось без повреждений и пострадавших. Торнадо прошел на расстоянии от зданий, также не сообщалось о поваленных деревьях. В Забайкальском крае продолжают бушевать крупные лесные пожары, охватившие сотни тысяч гектаров. Один из самых серьезных очагов действует вблизи села Шишкино в Читинском районе. Еще один крупный пожар угрожает окрестностям села Верхний Нарым. В районе села Шишкино пожар бушует на площади 57 тысяч гектаров. На тушение возгорания брошены значительные силы. Около 100 специалистов, включая пожарных из Забайкальского края, а также подкрепления из Красноярска и Республики Коми. Огнеборцы работают в условиях труднодоступной местности, прокладывая минерализованные полосы, чтобы остановить распространение огня. Несмотря на усилия, огонь продолжает угрожать лесным массивам, и полная локализация возгорания пока не достигнута. В окрестностях села Верхний Нарым ситуация также остается напряженной. Здесь лесной пожар охватил 26 тысяч гектаров. Для защиты населенного пункта
задействованы самолет, амфибия Б-200 и Ил-76, которые уже сбросили 66 тонн воды на очаги возгорания. Экипажи авиации МЧС России работают с высокой интенсивностью, координируя действия с наземными группами. По данным МЧС, прямой угрозы селу Верхний Нарым в настоящее время нет, однако спасательные службы продолжают мониторинг ситуации. Авиация играет ключевую роль в сдерживании огня, предотвращая его продвижение к жилым зонам. Забайкальский край остается одним из самых пострадавших от лесных пожаров регионов России. По данным МЧС, на 9 июня в крае действует 19 лесных пожаров на общей площади 347 тысяч гектаров. Южную Африку, включая регионы Западного, Восточного и Северного Кейпа, накрыл мощный снегопад, вызванный сильным холодным фронтом и системой низкого давления. Согласно данным Южноафриканской метеорологической службы, снегопад охватил высокогорные районы, включая Дракенсберговы горы и Лесото. К утру 9 июня снежный покров наблюдался также в некоторых низменных районах, что крайне необычно для страны. В некоторых районах выпало до 20-30 см снега. Температуры опустились до -5 градусов в высокогорных районах. Сильный ветер скоростью до 50 км в час способствовал образованию снежных заносов. Снегопад практически парализовал движение, основные дороги, включая трассу Н3 между Йоханнесбургом и Дурбаном, были частично перекрыты из-за снежных заносов и гололеда. На некоторых участках дорог автомобилисты застряли в сугробах, им на помощь были отправлены отряды спасателей. В некоторых городах, включая Матрасберг и Свартберг, снег и ветер повредили линии электропередач, вызвав временный перебой с подачей электроэнергии. Снегопад был вызван мощной системой низкого давления, которая принесла холодный воздух из Южного океана. По словам метеорологов, такие условия, хотя и редки, возможны при сочетании холодного фронта и высокого давления на востоке. Северные регионы Китая, включая провинции Шаньдун, Хэбэй и Лианин, столкнулись с экстремальными погодными условиями. В полдень 9 июня в Дунъине, расположенном в провинции Шаньдун, метеостанции зафиксировали экстремальные порывы ветра, достигавшие около 172 км в час. Такие скорости ветра привели к повреждению линии электропередач, что вызвало временные перебои с электроснабжением в некоторых районах города. В тот же день провинции Хэбэй и Лианин пострадали от сильных гроз, сопровождавшихся интенсивным градом. Размер градин в некоторых районах достигал 2-3 см. В Хэбэе, особенно в районе Синтая, град повредил посевы, включая кукурузу и пшеницу. В Лианине, в городах Лиаян и Лиачен, зафиксированы повреждения автомобилей, стекол зданий и кровель. Два тропических циклона сформировались 8 июня в Тихом океане, западнее территории Мексики. За последнее время циклон Барбара, бушующий близ побережья Мексики, усилился до урагана первой категории по шкале Сафира-Симпсона. Скорость ветра в эпицентре достигает 121 км в час, с порывами до 145. Тропический циклон движется в северо-западном направлении. В сотнях километрах юго-западнее урагана Барбара перемещается тропический шторм Косме. Скорость ветра в эпицентре достигает 105 км в час, с порывами до 125. Циклон движется в северном направлении, и в ближайшее время возможно его усиление. 30 тонн топлива
попала в Енисей в Красноярском крае из-за аварии с теплоходом. ЧП произошло вечером на Казачинском пороге, одном из участков реки. Теплоход, буксирующий 2 баржи, ударился о пороги, после чего произошла расцепка барж и судна. Судно получило пробоину, повреждение рулевого управления и топливной цистерны. Сейчас его прибило к берегу, и оно частично подтоплено. Изначально власти оценивали утечку дизельного топлива в 10-15 тонн. Вчера эта цифра увеличилась вдвое. Как сообщил глава муниципалитета, на территории района введен режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на принимаемые меры, нефтяное пятно достигло берегов Пескуновки и Мамотова в десятках километрах от места разлива. Казачинский порог – опасный для судоходства участок, и подобные происшествия ожидаемы. Как сообщают местные власти, угрозы для жителей района нет, однако существует опасность для местной флоры и фауны. Следственный комитет проводит проверку. Спасибо за просмотр, и до завтра на нашем канале.